Ребята, всем огромный привет, с вами Аня, вы на моем канале Сойка. И сегодня я с вами хотела бы очень сильно поделиться своими новыми инсайтами и мыслями по поводу адаптации, эмиграции и всего такого. Я была в Беларуси, получается, вот сейчас в середине сентября, и гуляя там, у меня появились новые мысли в моей голове. Самая такая первая мысль, гуляя по всем этим улицам, конечно же, нет. Я думаю, что изначально мне необходимо сказать, что мы с мужем в Польшу переехали больше года назад, получается, в июле 22 года. Вот, и мы здесь уже в Польше, уже больше года. И на самом деле за это все время у нас были разные абсолютно периоды в жизни. То у нас было все классно, особенно у меня, я там вообще была рада и все такое. Но потом зимой у меня была жесткая вообще такая хандра, апатия, так скажем, депрессия. И мне было тут безумно сложно. Я думала, что для чего мне все вот это, что я так скучаю по Бресту и так далее. Мне прям безумно сильно очень хотелось домой опять вернуться, знаете, в целом ощутить вот это чувство дома, да. Тут я гуляла, в принципе, Польша, да, но она к нам очень близкая страна, и здесь нету особых прям таких культурных особых отличий очень сильных от Беларуси, поэтому нам здесь однозначно проще, чем если, конечно, мы уехали там, я не знаю, Испанию, но и здесь на самом деле сложно было и бывает сейчас, и будет еще сложно. В Беларуси я все-таки прожила 23 года, а тут всего лишь только год. Да, с языком, еще сложно в том плане, что тут он как бы другой, польский. И, конечно же, он схож во многом очень на язык белорусский, но понятное дело, что не во всем. Вот, это тоже, конечно, важный фактор. Мы не учили особо польский до переезда. Вот, мой муж учит сейчас, я так не особо учу еще пока, да, на самом деле я сейчас прекрасно знаю, что это нужно, но у меня до сих пор еще есть прям ужасная стадия такого отрицания. У меня чувство, что я тут не на всю жизнь, и я думаю, зачем мне вообще учить его, да. И сейчас из-за того, что в Польше безумно много украинцев, то у меня есть такое странное ощущение, что, в принципе, здесь очень много русскоговорящих людей, конечно же, комьюнити. Вот, мы в целом общаемся с белорусами, нам с ними более комфортно общаться, и поэтому, да, в плане языка мне просто безумно сложно себя заставить, хоть я, конечно же, и головой все понимаю, что нужно, но вот мне еще пока сложно, но я уже реально к этому ближе, чем раньше была, буквально полгода назад. Это что касается языка. Да, и в целом я думаю, что те, кто сейчас в эмиграции, они прекрасно меня понимают, что тут непросто, и что в ней есть сложности, да, что тут каждый день необходимо делать что-то новое на чужом для вас языке, и это непросто абсолютно. Просто я вам сейчас такое рассказала, знаете, в целом, свой опыт свой. И, кстати, еще такая вещь, я думаю, важная, ее тоже необходимо здесь сейчас сказать, что почему-то в эмиграции вот здесь мне встречаются больше тех белорусов, там, украинцев, тех, кто просто отрицает все вот эти страны, там, и, родные свои страны, отрицают и говорят о том, что ой, не знаю, у меня все классно, у меня все идеально и с польским, у меня все тут классно, мне тут просто пипец все нравится, у меня все идеально получается с первого раза, и все в таком духе, и что типа я вообще не понимаю, в чем у тебя проблемы, из-за чего ты, Аня, грустишь,
И знаете, ну вот это все такое а-ля успешное окружение на самом деле не делает лучше, я думаю, он только делает хуже. И я сразу же, знаете, ощущаю, что, блин, а что со мной не так, а в чем моя проблема? А чего тут все прям супер-супер успешные, всем все прям так легко дается, у всех все классно выходит. Ну, а вот я вот испытываю чувства, да, вот этой грусти там по родине. И на самом деле встретить реально здесь человека с похожими вот этими взглядами, да, что он тоже грустит из-за того, что он уехал из своей страны, на самом деле, ну, это редкость, и ну, вот это общение с человеком, похожим на вас, на меня, мне на самом деле очень нравится, и оно вот реально меня подбадривает, и это дает мне силы, что я не странная, что есть тоже люди, которым сложно, и в целом нормально, что сложно. Я вот еще общаюсь со своим психологом, и мне говорила она даже, что, ну, что это нормальный процесс, что сложно, что грустно. Ну, все это, в принципе, объяснимо, что ты жил всю жизнь вот в той своей стране, и ты, ну, из нее уехал, и у тебя здесь все новое, и, ну, это ясно, из-за чего все вот эти сложности, и вот это нормально. И у нее больше, она говорит, возникает всяких вопросов вот к тем людям, которые прям вот отрицают все вот эти рода, свои родные страны, говорят, что фу, это родина, фу, это Беларусь, отстой, я уехал, и я так счастлив, а вот тут рай, просто здесь деньги валятся с неба, и все так офигенно. Вот, к вот этим людям больше, на самом деле, вопросов, но у меня такое ощущение, что они просто абсолютно не привязываются ни к местам, ни к людям, и, ну, мне кажется, что это тоже не очень good. И я вам сейчас такую сказала очень длинную подводку в целом, ну, что мне сложно, да, в иммиграции, здесь в адаптации, у меня есть несложности. И, в общем, гуляя вот сейчас по Бресту, я просто обожаю Брест, это мой самый обожаемый город, это мой город родной, я там родилась и жила очень много лет, вот, и гуляя по вот этому городу, ты просто ощущаешь, как может быть все просто на самом деле, что там все на русском, все общение на русском. И раньше я этого абсолютно не ценила, а сейчас я просто кайфую от этого. И у меня еще есть ощущение, что не, ну по-русски я точно решу любой вопрос, просто на изи, просто вообще легко это все сделаю. Потому что здесь Польша, да, нужно решать что-то, но на польском, а там хоть на русском. И знаете, раньше мне и в том же самом Бресте мне было там сложно решать что-то, да. Я банально вот думала, так, нужно мне записаться в поликлинику. Думала, блин, там эти тетки злые, там какие-нибудь ужасные. Вот, там матерят, сейчас на меня там наорут или еще что-то, и мне было вот реально сделать сложно просто позвонить, вообще куда-то записаться, то сейчас, конечно, все это уже намного легче, и ты думаешь, что вот это вообще easy level. Все вот это к чему, что все-таки опыт жизни в новой стране, здесь иммиграция, она делает все равно тебя сильнее, она тебя закаляет. И даже банально по приезду в свой родной город ты прям ощущаешь, что там уже все так стало просто. И те вещи, которые раньше ты думала, что они прям сложные, да, что ты прям в целом вообще не знала, как это все сделать, как можно спросить у человека, что он будет думать о тебе, то сейчас ты понял, что все это туфта, все это абсолютно не важно, и самое главное, что ты говоришь на русском, и он тоже на русском, и что это тоже обычный человек, и с ним можно легко тоже договориться, главное просто хотя бы попытаться это сделать. Вот, это был такой самый мой инсайт первый. Что еще я из интересного ощутила?
Гуляя опять же по этим всем улицам, я прям вот думаю, да, все, конечно, просто, все, конечно, так ясно, но как будто все слишком просто, слишком просто. И у меня было прям чувство огромное, сильное, что Брест уже стал пройденным этапом, что ли. Да, там, конечно, офигенно, комфортно, уютно, понятно, все просто... Я просто обожаю Брест и буду его обожать всю свою жизнь. Что прям реально город очень такой вот город-комфорт, реально. Там все так уютно, уютные улочки, город сам такой небольшой. У меня, в общем, стало ощущение, что слишком просто, да, и это уже этап пройденный. Что все же вот эти все сложности в Польше, да, они меня делают здесь сильнее. И тут больше всяких таких интересных вещей, типа там мероприятий, концертов. Да, я, к слову, еще потом на этот канал еще выложу влог с замка Ксёнджа, еще влог с поездки на дрифт в Варшаве. Все вот это будет обязательно. И, короче, мне просто стало скучно уже в Бресте. Да, там уютно, да, там классно, но скучно и непонятно, что еще там делать можно. Жить классно. А вот уже жить там, не знаю, с каким-то... жить с кайфом уже, конечно, под вопросиком. Вот. Что еще такого я прям поняла? Гуляю еще со своими приятелями, друзьями, знакомыми. Я еще раз ощутила, что как же круто иметь все же классных людей рядом, и банально, что я там с ними, с некоторыми с ними там год не виделась вообще, то есть не общалась толком. И вот мы с ними встретились, и мы с ними общаемся, и просто так легко, так комфортно. Они знают, кем ты был, да, ну, раньше. Вот, они знают, кто ты сейчас в целом. И, ну, у вас есть темы для обсуждения даже. Ты вот в Польше, да, они сейчас в Бресте, и тоже люди эти развиваются, они тоже там есть куда-то в путешествие. Не обязательно же ехать сразу там в Европу ездить, в Азию, куда-нибудь еще там. Я думаю, что вы все знаете тех людей, которые просто все оправдывают тем, что ну, куда я поеду, у меня там визы нету, типа, ну все, я вот там дома, да. Банально поехать можно даже по той же самой Беларуси, у нас есть там очень много замков, есть много чего реально интересного, что еще увидеть можно, на вот эти там озера поехать, Прославские. Я думаю, там просто офигенные виды. Все равно я думаю, что это лучше, чем не ехать вообще никуда и ныть дома, что вот у меня там визы нету, все вот ездят там, а я вот бедный и несчастный. Да, и даже при огромном желании сделать визу можно. Ну, за деньги, правда, не маленькие, но можно тоже. Я вот еще раз ощутила, что самое главное, чтобы люди развивались, и они вообще чего-то в жизни хотели, чтобы у них были интересы. У меня просто было ощущение, что те люди, которые там остались, с ними уже нам мало есть о чем общаться, просто из-за того, что мы уже в Польше, да, у нас здесь уже какая-то жизнь, у нас здесь свои проблемы, а у них там свои проблемы, и что нам, типа, друг друга сложно понять. Но на самом деле оказалось, что нет, и я этому безумно рада, что там, ну, у меня остались люди, с которыми общаться можно будет по приезду, и были прям реально теплые, уютные, комфортные беседы. Да, вот это было реально очень ценно, и я безумно рада, что у меня есть вот люди классные в жизни у меня в Бресте. Так, и еще хотелось бы сказать, наверное, еще то, что в целом уже здесь уже здесь в Польше, то есть я уже чувствую, что здесь уже становится проще, комфортнее уже жить. Да, еще я думаю, выучив язык, здесь будет просто вообще на изи.
Но, конечно же, все это не отменяет того, что я все равно буду скучать по Бресту, по своим там родным и близким людям, в целом по городу, по улочкам, да, у меня есть с ними, конечно же, много всяких воспоминаний, что я там делала, с кем там общалась. И, это уже все, это уже просто и жизнь, это уже не выкинуть, не стереть, и это нормально. И в целом, я думаю, что на самом деле круто любить свою родину. Я думаю, что все люди умные, здравомыслящие понимают, что политика это не равно родина, что, это разные вещи. И то, что люди очень любят, да, там свои страны, это тоже логично. Они там выросли, они там жили, у них там есть родственники, у них там есть связи, корни, воспоминания и так далее. И это нормально. В общем, все в целом нормально сейчас. Сейчас у нас уже осень, еще пока на улице тепло, но, конечно же, у меня есть опасения, что будут холода, и может опять стать, конечно, грустно мне тут. Да, поэтому будем, конечно, верить в самое лучшее, что еще нам остается делать. Еще, кстати, интересный факт, что раньше я вам тут уже об этом говорила в ролике обо мне, что я особо польскую музыку не слушала, она мне что-то как-то не заходила. И такой интересный факт, опять же, что я была в Бресте, и мне в Бресте почему-то хотелось слушать польскую музыку, представляете? И я думаю тоже, что для меня это прям шаг такой, знаете, важный в моей адаптации, что мне уже музыка нравится, и это тоже реально очень уже классно. Это тоже, я думаю, что-то значит. В принципе, ребята, вот так. Это были все мои инсайты, все мои мысли, которые меня в Бресте посетили по поводу Польши и по поводу вообще эмиграции, переезда. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч! С вами была Аня. Пока-пока!